Игрок Барселоны покинет клуб летом. Центральный защитник Барселоны Андреас Кристенсен следующий сезон может начать в составе другой команды, сообщает инсайдер Николас Кира. По информации источника, 29-летний датчанин может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно, так как Барса хочет купить нового защитника в оборону команды. Отметим, что в текущем сезоне на счету Кристенсена 5 матчей без результативных действий. Легендарный тренер близок к тому, чтобы стать тренером Ромы. Римская Рома серьезно интересуется немецким тренером Юргеном Клоппом, сообщает итальянское издание «Ла Стампа». По информации источника, легендарный 57-летний специалист уже согласовал контракт с «Волками» и со следующего сезона будет возглавлять клуб. Последним местом тренерской работы Юргена Клоппа был английский Ливерпуль, во главе которого он провел 9 лет, выиграв в частности Лигу чемпионов. Через несколько месяцев после ухода из Ливерпуля Юрген Клопп завершил тренерскую карьеру и стал новым глобальным руководителем футбольного направления в системе Red Bull. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Спасибо за то, что с нами. Вратарь Ливерпуля может сменить клуб уже летом. Ирландский вратарь Ливерпуля Куивен Келлихер привлекает внимание Астон Виллы, сообщает The Sun. По информации источника, 26-летний футболист рассматривается бирмингемским клубом как замена Эмилиано Мартинесу, который может покинуть команду уже летом. В текущем сезоне Куивен Келлихер провел 20 матчей на клубном уровне, из которых 9 сухие, кипер пропустил 20 голов. В связи с тем, что в следующем сезоне за Ливерпуль будет играть грузинский вратарь Мамардашвили, Келлихер не хочет быть третьим номером Ливерпуля и готов покинуть команду. Влахович не входит в планы Ювентуса и покинет команду летом. Об этом сообщает инсайдер Николас Кира. По информации источника, 25-летний серб не входит в планы Зебр, ведь прошлой осенью он отклонил предложение о продлении контракта. Текущее соглашение рассчитано до июня следующего года. Напомним, зимой 2022 года Ювентус заплатил Фиорентине за форварда Влаховича 81 миллион евро. В текущем сезоне на его счету 15 голов и 5 передач в 40 поединках. Кака может вернуться в сборную Бразилии. Бывший полузащитник Реала и Милана Кака может войти в тренерский штаб сборной Бразилии, сообщает инсайдер Николас Кира. По информации источника, существует вероятность, что бразилец будет помогать Карло Анчелотти, который возглавит бразильскую национальную команду с 26 мая. Напомним, что Кака играл под руководством итальянского специалиста в Милане. Ранее футболист заявил о своей готовности вернуться в национальную сборную. Реал Мадрид готовится сделать трансферное предложение игроку Бенфики. Левый защитник Бенфики Альваро Каррерас хочет присоединиться к Реалу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, мадридский клуб сделает официальное предложение лиссабонцам после финала Кубка Португалии против Спортинга, который состоится 25 мая. Сообщалось, что Реал уже договорился об условиях личного контракта с 22-летним испанцем, клаусула которого составляет 50 миллионов евро. Каррерас – воспитанник Манчестер Юнайтед. Летом прошлого года Бенфика воспользовалась опцией его выкупа после аренды за 6 миллионов евро. Боруссия Дортмунд близка к подписанию Беллингема. По информации Патрика Бергера, дортмундская Боруссия активно работает над трансфером полузащитника Сандерленда Джоба Беллингема. В клубе стремятся как можно быстрее завершить сделку, чтобы футболист смог сыграть на клубном чемпионате мира. На данный момент с самим игроком никаких соглашений нет. Клуб с уважением относится к тому, что Джоб готовится к важному матчу плей-офф чемпионшипа против Шеффилд Юнайтед, поэтому официальное предложение планируется уже после этой игры. Ориентировочная стоимость сделки составляет 25-30 миллионов евро.
Вирц решил перейти в Баварию. Полузащитник Байера Флориан Вирц решил принять предложение Баварии, сообщил журналист Саша Тавальери в своем твиттере. Отмечено, что о решении игрока сообщили Манчестеру, который также претендовал на него. Отмечается, что Манчестер Сити отказался от борьбы за Вирца из-за слишком высокой стоимости сделки. Теперь английский клуб рассматривает альтернативный вариант – Дани Ольмо из Барселоны. Также ранее была информация, что Вирца хочет подписать Ливерпуль и Реал, но, похоже, футболист едет в Мюнхен. Перес приказал подписать Роналду. Мадридский Реал интересуется юным португальским футболистом саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду-младшим, сообщает испанское издание Defensa Central. По информации источника, президент королевского клуба дал приказ подписать сына легендарного Криштиану Роналду, но сначала попросил скаутов понаблюдать за его игрой. Напомним, Криштиану Роналду-младший, как и его отец, сейчас защищает цвета саудовского Аль-Насра, но делает это на молодежном уровне. Также недавно 14-летний паренек получил вызов в сборную Португалии до 15 лет и отметился за нее дублем. Итальянский топ-клуб ведет переговоры с Массимилиано Аллегри. Итальянский коуч Массимилиано Аллегри может возглавить Наполи, сообщает Марко Контерио. По информации источника, итальянский специалист может сменить у руля команды Антонио Конте, который может покинуть клуб в конце сезона. Президент Наполи Аурелио де Лаурентис считает Массимилиано громким именем. Стороны уже ведут переговоры и продолжат их после выходных, чтобы приблизиться к соглашению. Отмечается, что кроме Наполи на тренера также претендует Милан, но именно потенциальный чемпион Италии является фаворитом в этом вопросе. Напомним, что последним клубом Аллегри был Ювентус. Ливерпуль может подписать Хато из Аякса в случае неудачи с Керкезом. Ливерпуль ищет нового левого защитника, сообщил журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере. По данным источника, основным кандидатом является Милош Керкес из Борнмута. Клубы уже ведут переговоры. Красные настроены подписать его. Если соглашение не состоится, то у Ливерпуля есть альтернативный вариант – 19-летний Йорал Хато из Аякса. Бывший вратарь Барселоны покинул команду. Реал Авила объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Виктором Вальдесом. Отмечается, что это произошло по просьбе коуча. Бывший голкипер Барселоны в письме клубу сообщил о своем желании не оставаться в команде на следующий сезон. Напомним, 43-летний испанец возглавил команду 24 апреля. В 4 матчах во главе с экс-вратарем Реал Авила одержал 2 победы и потерпел 2 поражения. Интер Майами. Лионель Месси потерпел очередную неудачу. Интер Майами в 14-м туре американской МЛС разгромно уступил Орландо со счетом 0-3. Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс были на поле все 90 минут, но никто из них не отличился результативными действиями. Похоже, аргентинец и его экс-партнеры по Барсе окончательно потеряли мотивацию играть в футбол, судя по результатам его команды. Легенда Барселоны завершает карьеру в конце сезона. Полузащитник Хайдука Иван Ракитич завершит карьеру в конце сезона, сообщают хорватские СМИ. Игрок еще не объявил о своем решении, но он считает, что пора начать новый этап в своей жизни и прекратить играть. В воскресенье 25 мая он сыграет свой последний матч в футболе в чемпионате Хорватии. Напомним, Ракитич является легендой Севильи и каталонской Барселоны. Именно он забил один из победных голов Ювентусу в финале Лиги чемпионов 2015 года в ворота Ювентуса. Дорогие зрители, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за то, что с нами.